Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию фильмов в формате 4К. Данный формат отличается от обычного Blu-ray более высоким разрешением, то есть это 3840 на 2160. Большим объемом диска, это двухслойные 66 гигабайт и трехслойные 100 гигабайт. Другим кодеком, это кодек A265 и некоторыми другими примочками, например, HDR. Итак, моя коллекция. Сначала начнем с того, что показывал в предыдущем видео про мои иностранные издания. И в данном случае это будут иностранные издания в формате 4К. Так, первый фильм это Алита Боевой Ангел. Далее Доктор Стрэнджлов Стэнли Кубрика. Далее Веном 2 и Человек-паук Нет пути домой. Далее Однажды в Голливуде Квентина Тарантино. Далее Большой куш Гая Ричи. Свиньи и бриллианты. Далее Гремлины Джо Данте. Четырка. На обычном Blu-ray у нас не выходил. Далее еще один фильм Стэнли Кубрика «Сияние» с Джеком Николсоном. Далее Безумный Макс Дорога ярости с Джорджем Миллером. Джорджа Миллера фильм. Далее Крик 2022 года. И, наконец, два сборника фильмов. Это «Бэтмен» Тима Бёртона и Джоэля Шумахера. То есть «Бэтмен» 90-х годов, 89-97 годов. И «Назад в будущее». Трилогия с новым трансфером, в котором наконец появился русский язык в виде субтитров. В ранних изданиях русский язык представлен только дубляжом. Далее это были иностранные. Теперь российские издания. И начнем с первого издания. Это издание «Квадрология Индиана Джонса». Четыре фильма. Здесь обложка перевертыш. Я сделал обложки с оригинальными названиями.
каждому фильму здесь есть карточки. Карточки. Вот, и так. Далее фильм с Томом Крузом, сделано в Америке. Основанный на реальных событиях. Далее фильм «Миньоны» в формате 4К. Стоил очень дешево, поэтому был взят именно в этом формате. То есть обошелся в 300 рублей. Почему бы не взять за такую цену в таком формате 4К? Далее фильм «Оно» по роману Стивена Кинга. Далее, следующий фильм — это фильм «Операция Арго», за который Бен Аффлек получил свой Оскар продюсерский. В фильме он выступил режиссером, продюсером и актером в главной роли и получил Оскар за лучший фильм. Далее, культовая работа Мартина Скорсезе «Славные парни» с Робертом Де Ниро. Далее фильм с Сильвестром Сталлоне и Майклом Би Джорданом «Крид 2». Но обычно в Blu-ray он у нас не выходил. Далее фантастические твари и где они обитают с Эдди Редмейном. Далее уже показывал «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом. Далее у нас трилогия фильмов «Люди в черном», «Люди в черном» первая часть, «Люди в черном» вторая часть и «Люди в черном» третья часть в формате 4К. Далее, лучший фильм 1957 года, Оскар «Мой мост через реку Квай». За роль в этом фильме Алек Гиннес, исполнитель роли Оби-Ван Кеноби в «Звездных войнах». Вот Алек Гиннес получил свой единственный Оскар. «Мост через реку Квай». Далее, фильм с Эми Адамс и Джереми Реннером, фильм «Прибытие». От режиссера Дэни Вильнёва.
Далее фильм с Райаном Рейнольдсом и Джейком Джилленхолом. Фильм «Живое». Далее фильм Фрэнсиса Форда Копполы с Энтони Хопкинсом, Гарри Олдманом и Киану Ривзом. «Дракула» по роману Брэма Стокера. Считается самой точной экранизацией данной книги, наиболее близкой. Далее первая номинация Джека Николсона на Оскар. Фильм «Беспечный ездок» 1969 года. В формате 4К. Далее фильм Стивена Спилберга «Капитан Крюк» с Дастином Хоффманом и Робином Уильямсом. Далее фильм с Вуди Харрельсоном и Джесси Айзенбергом. «Добро пожаловать в Зомбиленд». Далее еще один фильм, который был взят из-за низкой цены. Это «Трансформеры. Последний рыцарь», 5-я часть. Фильм Майкла Бэя с Марком Уолбергом. Далее фильм с Анджелиной Джоли и Дэниелом Крейгом «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». И далее пошли издания в слипах. Первый фильм — это экранизация 2019 года «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга. Здесь идут к изданию карточки. Далее фильм «Крик» 1996 года. Также в формате 4К. Здесь также обложка перевертыш, я перевернул ее на оригинальное название. Далее два фильма из серии «Миссия невыполнима», 1-я часть и 2-я часть. Они не выходили в обычном формате Blu-ray, доступны только на DVD в формате 4К, вот и поэтому взял первые 2 части в этом формате. Потому что все остальные части уже были до этого. Далее фильм «Оверлорд». От продюсера Джей Джей Абрамса. Здесь в комплекте идет буклет по фильму.
Далее культовый, далее фильм «Список Шиндлера». Еще один фильм Стивена Спилберга в коллекции. Здесь также идут карточки и буклет. Далее культовый фильм с Томом Хэнксом от Роберта Земекиса, фильм «Форест Гамп». Обладатель Оскара за лучший фильм, как и предыдущий фильм «Список Шиндлера». Он тоже на обычном Blu-ray у нас не выходил с русским языком. Его можно взять только на формате 4К. Такая же ситуация с еще одним фильмом Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». В обычном формате Blu-ray его не было, только на DVD и 4К. Далее фильм Рона Ховарда «Обратная тяга» с Куртом Расселом, Уильямом Болдуином. Далее фильм Эдгара Райта «Типа крутые легавые». В комплекте идут 2 карточки. Далее фильм Кевина Костнера «Водный мир». И, наконец, последний фильм. Это «Хроники хищных городов». Такая вот коллекция фильмов в этом формате у меня есть. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Коллекция у меня большая, есть еще что показать. Так что ждите следующих видео и пока.